Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц, разные страны, разные города, разные континенты. Спасибо огромное за ваши комментарии, за ваши отзывы, за ваши пожелания. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. С такими ниточками мы уже вязали много узорчиков, даже с такой палитрой и с новым узорчиком. Напоминаю, узорчиков на канале очень много, и чтобы вы не растерялись, они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Плейлисты вы можете увидеть на главной странице канала сверху, там где написано «Канал», «Сообщество», «Видео», «Плейлисты». Вот нажимаете «Плейлисты», проваливаетесь, там большое количество папочек, выбираете, которая вам больше всего понравится, и смотрите видео. Не забывайте оставлять лайки, комментарии и подписывайтесь на канал, впереди много новинок. Итак, еще одно небольшое напоминание. Вы берете пряжу любую, не только такую, которую показываю я. Все узорчики универсальные. Пробуйте, вяжите из любой пряжи. Один и тот же узорчик из разной пряжи смотрится по-разному. Поэтому пробуйте и экспериментируйте. Итак, у меня сегодня ниточки называются Alize Angora Gold Simli. Смотрите, новички, кто еще не вязал такими ниточками. В 100 граммах находится 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% это шерсть и 5% это металлик. Далее, смотрите, нам советуют производители брать крючок от 2 до 4, ну, в зависимости от узорчика, от плотности вязания. И сразу же, пока не забыла, называю вам цвет 757. Он такой интересно песочно, возможно, бежевый, такой светленький, ну, приятный на глаз. И крючок я беру, смотрите, 3, потому что данную пряжу я уже вязала, и вязала я 3. Так? Вы точно так же берете свою пряжу, читаете аннотацию, инструкцию к своей пряже, что вам советует производитель по поводу крючка, ну а также подбирайте под свою плотность, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Я наберу 4 раппорта, это 32 воздушные петельки и дополнительно 3 петельки, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я набираю 35 воздушных петелек, ну а вы в свою очередь набираете столько, сколько вам будет удобно. Итак, в начале все как всегда, петелька фиксации, и при наборе петелек мы эту петельку не считаем. Я теперь набираю 35 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35. Вот мой будущий образец. Далее смотрите. Делаем одну воздушную петельку. Отсчитываем от крючка 2 петельку. 1, 2. Во 2 петельку нырнули. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. Есть. Столбик без накида. В следующую петельку цепочки аккуратненько вот так вот нырнули. Вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Есть. Столбик без накида. И так вот вы шагаете в каждую петельку цепочки. Провязываете столбики без накида, сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков должно получиться ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. То есть, если я набрала 35 петелек в цепочке, у меня должно получиться 35 столбиков без накида. Несложно, да? И вот так вот аккуратненько, тихонечко, со своей скоростью. Первый ряд всегда набирается чуть медленнее, чем все остальные. Опытные мастерицы можете написать в комментариях, права ли я. Вот. И вот так вот провязывайте до конца ряда. Угу. Все. А в конце ряда мы с вами встретимся. Договорились? Давайте, несложно. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики без накида. Ровненько, аккуратненько. Приступаем к первому ряду нашего узорчика. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Накид. В следующую, получается, следующий столбик за верхушку беремся и провязываем столбик с накидом. И в следующий столбик тоже столбик с накидом. И у нас получается с вами 3 столбика с накидом. То есть первые 3 петельки подъема это имитация столбика. 1, 2, 3. Вот такими 3 столбиками будем начинать каждый ряд и заканчивать каждый ряд. Угу. Идем дальше. Накид. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. В третий нырнули, провязали столбик с накидом.
Есть. Воздушная петелька. Сюда же, в этот же столбик нырнули и провязали еще один столбик с накидом. У нас такая вот рогаточка получилась, да? Дальше, смотрите, накид. Сюда же опять ныряем, провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька и еще один столбик с накидом. И получается, за верхушку одного столбика предыдущего ряда мы провязали вот такие вот 2 рогатки. Поняли, да? Столбик, воздушная, столбик, столбик, воздушная, столбик. Идем дальше. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. И вот в 3-й столбик провязываем столбик с накидом. В следующий столбик опять столбик с накидом. И в следующий столбик опять столбик с накидом. И получается у нас 3 столбика. Те самые 3 столбика с накидом, которые были в начале ряда. Поняли? То есть дальше у нас идет только повторение. Накид. Давайте еще раз. 1, 2 столбика пропустили. В 3-й провязываем первую рогатку. Столбик с накидом. Воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом. Есть. И вторую рогатку. Накид. Сюда же столбик с накидом. Воздушная петелька. И столбик с накидом. То есть как бы со стороны может показаться, да, что это просто вот такой вот веерочек. Но мы знаем, что это 2 рогаточки. И опять пропускаем 2 столбика. 1, 2. И с 3-го столбика опять начинаем провязывать 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Поняли, да? И вот так вот вы чередуете столбики, рогатки, да, вот столбики, рогатки, столбики, рогатки, столбики, рогатки до конца ряда. Все, не сложно, не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот такая красота у нас получается. 3 столбика, да, у нас начинается ряд 3 столбиками и заканчивается 3 столбиками с накидом. Далее, смотрите, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И у нас над столбиками будут столбики, но необычные. Смотрите, накид. Захватываем столбик вот таким вот образом. Столбик у нас находится за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Называется рельефный изнаночный столбик с накидом. А вот следующий столбик провязываем наоборот, лицевым рельефным столбиком с накидом. Накид. Столбик захватываем вот таким вот образом. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и тоже провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Рельефность данного узорчика будет видна, когда мы провяжем немножко больше узорчик, да, и будет подчеркивать красоту узорчика. Итак, теперь работаем вот с нашими рогатками, именно с арочками рогаток. Нырнули в первую рогатку, провязываем столбик с накидом. 1. Сюда же столбик с накидом. 2. Сюда же столбик с накидом. 3. И сюда же столбик с накидом. 4. Теперь петельку чуть-чуть подтянули, крючок убрали. Возвращаемся к самому первому столбику, беремся за верхушечку, так. Потом вот за эту петельку подтягиваем ее и петельку провязываем через первый столбик. Оп. Вот такой получается объемный бочоночек, называется попкорн. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Перепрыгиваем в следующую рогатку, так, во вторую рогатку, и делаем все точно так же. 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Далее опять петельку подтянули. Так, возвращаемся к первому столбику, беремся за верхушечку первого столбика и за петельку. Так, и эту петельку, получается, подтягиваем аккуратненько. Сейчас возьму ровненько. Оп, подтянули и провязали через первый столбик. Вот такой у нас попкорн получается. Далее, смотрите, тут наши 3 столбика. Мы их тоже будем провязывать рельефными столбиками. Первый рельефный лицевой, столбик перед крючком. Все столбики с накидом, поняли, да? Второй рельефный изнаночный, столбик за крючком. Вытянули ниточку, провязываем по 2 петельки. И третий опять рельефный лицевой, столбик перед крючком. Вот, несложно, несложно. Вот такие вот у нас получается рельеф. И далее опять повторение. Рогатка и рогатка. В
первую рогатку провязываем 4 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. И 4. Подтянули петельку, вернулись к первому столбику. Захватываем верхушку первого столбика и крючок в петельку вводим, подтягиваем петельку и провязываем через первый столбик. Оп. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Следующая рогаточка, вот на арочка, провязываем точно такой же попкорн. Раз, столбик с накидом, 2, столбик с накидом, 3, столбик с накидом и 4, столбик с накидом. Опять подтянули петельку, вернулись к первому столбику, взялись за верхушечку, крючок в петельку, петельку, оп, подтянули и провязали. Понятно? И вот так вот вы шагаете до конца ряда. Попкорн, рельефный лицевой, рельефный изнаночный, рельефный лицевой. Попкорн, рельефный лицевой, рельефный изнаночный, рельефный лицевой и так далее. Понятно? Все, давайте до конца ряда самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. Давайте. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда наш попкорн, рельефные столбики и заканчиваем как мы ряд. У нас получается первый столбик, да, из 3 рельефный лицевой столбик с накидом, второй рельефный изнаночный столбик с накидом, а третий, смотрите, в третью петельку подъема мы провяжем просто обычный столбик с накидом, без каких-либо рельефов. Все, и на этом наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. А теперь будьте внимательны. Мы должны будем сохранить рельефность наших 3 столбиков, так? И поэтому сейчас будем провязывать наоборот. У нас был рельефный изнаночный столбик второй, да, мы будем провязывать здесь его рельефным лицевым, то есть чтобы сохранить вот именно направление рельефа. Вот таким вот образом провязываем. Здесь у нас будет рельефный лицевой столбик с накидом, так, а тот, кто у нас был изнаночный, видно его вот именно по горизонтальной полоске. Видите? Вот, изнаночный. Оп, столбик. Провязали рельефный изнаночный столбик с накидом. Идем дальше. Далее накид. Ныряете вот в эту арочку, которая между попкорном, и провязываете столбик с накидом раз, воздушная петелька, сюда же столбик с накидом 2. Вот такая вот рогаточка получается. И опять накид, столбик с накидом раз, воздушная петелька и столбик с накидом 2. То есть мы с вами провязываем ровно так, как мы провязывали в самом первом ряду. Помните, да, делали 2 рогаточки. Вот, 2 рогаточки. Вы можете провязывать непосредственно в арочку, да, а можете провязывать, я вам покажу второй способ, непосредственно в петельку. Итак, далее у нас идут 3 столбика. Раз, два, 3. Смотрим, видите? Тут у нас получается столбики, наоборот, будут там, где лицевые, изнаночные, да, мы когда переворачиваем, мы их меняем местами. Получается, первый у нас будет рельефный изнаночный. Оп, вот таким вот образом захватили. Столбик с накидом изнаночный. Там, где был изнаночный, мы же повернули ряд, он встает у нас лицевым. Мы его провязываем лицевым. То есть и мы сохраняем рельефность, и в дальнейшем это будет очень красиво выглядеть. Тут получается, мы провязывали лицевой, видите, он изнаночный, по горизонтальной полосочке. Значит, провязываем его рельефным изнаночным. Но вы не запутайтесь. Вот. Вот таким вот образом. Вот наши 3 столбика. Видите, так вот рельеф продолжается. Далее опять провязываем наши рогаточки, но вторым способом. Я считаю, что он более аккуратненький. Помните, мы здесь сделали 3 воздушные петельки. Так? В центральную петельку вот так вот аккуратненько ныряем, если позволяют глаза, если позволяет крючок, если позволяет пряжа, да, именно в петельку. Нырнули и провязываем столбик с накидом раз, воздушная петелька и сюда же в петельку, столбик с накидом 2. Первая рогатка готова. Вторая рогатка. Опять сюда же ныряем. Столбик с накидом раз. Воздушная петелька. И возвращаемся сюда же и провязываем столбик с накидом 2. Понятно? Но это в том случае, когда у вас позволяет пряжа. Да? Если не позволяет пряжа, крючок зрения, не ломайте глаза, провязывайте вот так вот в арочку. Тоже будет красиво. Все. И опять дальше шагаем. Опять наши 3 столбика. Раз, два, 3. Вот он, рельефный изнаночный. Мы его видим по горизонтальной полоске. Провязываем рельефным изнаночным. Сохраняем рельефность. Вот этот у нас рельефный идет лицевой. Мы его провязываем рельефным лицевым.
Дальше рельефный изнаночный. И мы провязываем рельефным изнаночным. Поняли, да? Все. И дальше опять у вас тут рогаточки. Тут уже сами выбирайте. Более аккуратно выглядит, когда в петельку, но он вяжется, скажем, более медленно, более аккуратно. Ну, либо в арочку. Выбирайте. Все. Самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Давайте. Так, смотрите, провязали мы опять наши рогаточки. Так, ничего сложного. И заканчиваем мы ряд, смотрите, как вначале у нас идет рельефный изнаночный столбик с накидом, потом рельефный лицевой столбик с накидом, а последний столбик, там где 3 петельки подъема, в третью петельку ныряем и провязываем просто обычный столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Опять 3 воздушные петельки подъема, поворот и вспоминаем, да, вот наш рельеф, уже четко видно, видите? То есть там, где проваливается ямка, да, тут получается рельефный изнаночный столбик. Итак, захватываем столбик, столбик за крючком, вытягиваем ниточку аккуратненько и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Далее опять идет рельефный лицевой, четко видите, видно его. И провязываем рельефным лицевым. Нам необходимо сохранить рельефность, и мы ее сохраняем. Все, и дальше опять помните, да, мы провязываем точно такой же попкорн в наши вот эти вот рогаточки. То есть вот она, первая рогаточка. Раз, столбик с накидом. 2, столбик с накидом. 3, столбик с накидом. И 4 столбик с накидом. Точно так же, как мы делали попкорн, подтягиваем петельку, возвращаемся к первому ряду, к первому столбику и вот таким вот образом подтягиваем ниточку и провязываем в первый столбик. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И точно так же в следующий, получается, арочку, в следующую рогаточку провязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Подтянули петельку, вернулись к первому столбику и крючком ввели в петельку и петельку провязали через первый столбик. Оп. И опять наши 3 столбика. Но уже видите, да? То есть вот на вас смотрит, получается, рельефный лицевой, спрятался рельефный изнаночный, на вас смотрит рельефный лицевой. И продолжайте повторять рельефность. Значит, здесь будет рельефный лицевой, следующий будет рельефный изнаночный, и последний опять будет рельефный лицевой столбик с накидом. Понятно? То есть сам по себе узорчик представляет собой всего лишь только 2 ряда. Вначале вы делаете рогаточки, потом вы в них провязываете попкорн. Опять рогаточки, попкорн, рогаточки, попкорн. Здесь несложно. Самое главное вот рельефные столбики. Сделайте вот именно так, сохраняйте рельефность, и вы подчеркнете прелесть узорчика. Для тех, кто умеет работать со схемками, я сюда схемку прилагаю. Очень легкая, очень понятная. Посмотрите, как изображаются рельефные столбики. Да? Сами себя контролируйте, провязывайте на нужный вам, скажем, размер образца. Кто не умеет вязать по схемке, посмотрите. Мы уже все разобрали. И столбики, и рельефные, и попкорн, и воздушные. Просто посмотрите, проследите, и вы поймете, что ничего сложного в схемках нет. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Принцип узорчика уже понятен. Рельефные столбики, видите, как видно, да? Они, наоборот, подчеркивают, так скажем, узорчик. Изнаночка. Вот наши рельефные изнаночные столбики, видите? И здесь, получается, попкорн придает тоже такую вот интересную изюминку для данного узорчика. В моем случае из моих ниточек вот так вот будет узорчик тянуться. Я не стала вязать больше, потому что уже видно. Получается очень здорово. Не забывайте переворачивать узорчик. Возможно, так вам понравится больше. Видите? Когда будут шишечки, так скажем, смотреть вниз. Вот. Ну, и либо вот таким вот образом. Пробуйте из любой пряжи, из летней в топике маечки, из зимней. Будут интересные снудики, шарфики, кофточки, кардиганчики. Не переживайте, что вот такие вот дырочки здесь, да. То есть это очень даже будет, наоборот, подчеркивать узорчики. Для контраста вы можете под низ что-то интересное одеть. И, наоборот, ваш узорчик заиграет еще лучше. Давайте замерим мою красоту сегодняшнюю, да. Ну, допустим, моя плотность вязания, мой крючок, да, моя, получается, пряжа. То есть, что это у меня получится? Это вот, смотрите, 15 с хвостиком, так скажем, сантиметров. Ну и здесь каждая шишечка – это 2 ряда. 2, 4, 6, 8. И первоначально этот наборный был 9 рядочков. Так, сколько это получается?
7 с хвостиком сантиметров. Вот такая красота. Берите любую пряжу. Может быть, у вас будет меланжевая пряжа, может быть, секционного окрашивания. Может быть, вы будете шишечки делать разными, так скажем, ниточками, остаточками. Тоже пробуйте. Интересно будет смотреться в сумках и интересно будет смотреться в ковриках. Полиэфирный, полипропиленовый шнур. То есть берите ниточки, пробуйте, пробуйте, пробуйте. Вот, изнаночка ровненько, аккуратненько. Не стыдно показать, да, как я говорю. Вот. Надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось, не составило труда, да? Повторяйте, вяжите, делитесь с друзьями, с подружками данным видео. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много-много новинок. Сохраняйте себе в плейлисты, вяжите и смотрите с удовольствием. Всем ровных петелек и встретимся в новых видео. Пока-пока.